Обладая талантом словоблуда, не всегда получается уговорить женщин на то, чтобы... Вот чтобы что. Раньше я неплохо убалтывал учителей, и если они меня смотрят, не дадут соврать, на хорошие оценки. Особенно по предметам, где тот самый дар словоблудия был в почете, что называется, история, литература и так далее. Ну вот в последнее время, видимо, либо теряю навык, либо этот навык... Ну как, женщины же любят ушами, правильно? И по ушам-то ездить я специалист. Я, видимо, так мне говорят, не знаю, не сам себе эту оценку выдал, поставил. Но что-то в последнее время все хиляю. Не получается у меня как-то грамотно подвести женщин под пикантные события в моей жизни. Все заканчивается разбором полетов в этом самом автомобиле и каким-то самоудовлетворением. Да. Теряю квалификацию с годами. Ну, очень хочется порвать этот порочный круг. Главное, свой круг не порвать при достижении этого результата. Прости, Господи. Ждем очередную красавицу, и очень хочется, гормоны никто не отменял. Привет. Привет. Заходи, там ступенька аккуратно. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Вот тебе, видимо, ничто не мешает тебе выглядеть хорошо. Ты молодчинка. Спасибо. Я люблю улыбчивых, лучезарных людей, которые что? Лучезарят и улыбаются, видимо. Поэтому, Спасибо. как добралась? Слушай, хорошо. Ну, теплеет же потихонечку, да? Ну, как сказать? Ну как? Ну говори как есть. Любишь питерский климат? Давай. Здравствуйте. Сегодня мы берем интервью у человека, который любит питерский климат. Скажите, почему вы любите питерский климат? Я его ненавижу. Закончили интервью. Да, действительно, вот все-таки у меня есть, знаешь, какая теория, что все в мире сбалансировано. И что такие прекрасные города, как Санкт-Петербург, если бы обладали еще нереально кайфовым климатом, он бы треснул от приезжих. Да, ну, просто все бы сюда слетались, правильно? Они слетаются. А потом отлетаются, если ты заметил. Не все вывозят климат, я тебе могу сказать. У меня очень много людей, кто приезжал и тут же уезжал. Говорили, нет, свою астму со своими ухо-горлоносными проблемами, давлением, магнитными бурями и низким небом оставьте себе. Мы поедем куда-нибудь. Если есть на свете рай, то это Краснодарский край. Ты какая-то очень серьезная. Чем я могу тебя повеселить, расслабить или что? Слушай, ты уже повеселил. И расслабил? Отлично. А расскажи, пожалуйста, вот, ну так, для поддержания разговора. У тебя было в анкете написано, что ты, по-моему, агент по недвижимости. Да. Квартирки продаю. Квартирки продаешь, отлично. Как так сказала, как, знаешь, как Samsung. Типа 5 штук, 50 штук в день могу продать. Да, уже как-то рутина это. Слушай, а есть какие-то хобби, может быть, у тебя еще? Я не знаю, может быть, ты кактусы разводишь или хочешь попасть в книгу рекордов Гиннесса хорошо, не так, давай. Сварив огромный котел манной каши. Какого-то цвета нарядного. Я скалолазание люблю. Скалолазание? Ты скалолазка? Ну, внутри помещения, спортивное. Да. То есть ты не вот эта история. Когда нужно по таким штучкам лазить, у тебя болят руки, ноги, но ты терпишь. Да. Ну, знаешь, во-первых, видимо, ты все-таки вес тебе позволяет это все делать. Позволяет. Отлично. А не было никогда мечты забраться в горы? Слушай, ну там нужен уровень другой. Это не по заготовленным выступам лазить, поэтому... То есть здесь можно... ты спрыгнула и пошла в туалет хороший, теплый, с унитазом, а там нужно пошла будет... кофеечку взяла. Да, а там нужно лопухом подтираться, да, и муравьев из попы выковыривать. Я тоже не люблю все эти походы, если честно. Я бы тоже, если бы занимался скалолазанием, из помещения бы не выходил. Слушай, тачка красивая. Нравится? Из нее не выходишь, наверное. Ну, стараюсь, как говорится, выходить все-таки в народ. Ну, что я все о себе, да о себе. В ней ночевать, наверное, можно. В ней можно в тот же Краснодар поехать. Ездил? Нет. На машине? Но история с ночевкой мне уже нравится. Не смущай меня. Да ладно. Не буду. Хорошо, окей.
Слушай, а ты говоришь, вот остаются, не остаются. Знаешь, я поняла, что если человек покупает квартиру, он обязательно остается, ему уже и город начинает нравиться. Потому что цены хорошие на том же, не знаю, Дальнем Востоке, там такая срань вообще продается за такие же деньги. Поэтому я вижу много людей, которые переезжают, покупают квартиру и рады. Ну да, получается, ты же, я-то все видишь, проецирую, что ты продаешь местным квартиры, а у тебя же, наверное, основной-то поток как раз и не местных товарищей. По-разному. Угу. Да, все Так, хорошо. слушай, у меня есть квартирка неплохая. А ты, кстати, где живешь? Именно в съемной или своя есть? Ну, в данный момент я живу в съемной квартире. В данный момент. Угу. Но, как и все вдохновленные идеей про собственное жилье, конечно же, я рассматриваю в будущем покупку собственной квартиры. Есть такой момент. Слушай, здорово. У меня как раз есть вот вариантик. Совпало так интересно. Действительно, очень интересно. Я должна сказать, это моя работа все-таки, если есть вариант, над которым я сейчас работаю, я рада им поделиться. Ну, давай, делись, раз рада. Ну, слушай, 3 комнаты и 17 миллионов она стоит, но как бы хочется ее все-таки продать, и могу тебе, скинуть 4 миллиона, 5. Ничего себе. Хорошо, за 12. За 12 миллионов? Да. Люди, торгующие чем-то дорогим, типа дорогими квартирами, машинами, у них, мне кажется, уже стираются границы вот этой лакшери истории, и они продают как будто, типа, килограмм картошки не хочешь купить, типа, 12 миллионов, что там 5... Не, слушай, а что такой дисконт-то? Ты действительно можешь такой дисконт делать? Слушай, да. Мне просто нужно девок моих обогнать. Несколько человек как бы работают над этим всем, как обычно. А есть какие-то фотки квартиры, я не знаю, хоть что-нибудь можешь показать-то? А то как-то так. Может, там шалаш Ильича, как говорится. Я же не знаю. Так. Смотри. Да. Можно? Давай возьму в руки. Она офигенная. А что тогда так дешево? Там нарядная квартира, да. Слушай, так иногда везет. Иногда есть хорошие квартирки за недорого. Это зависит там, от многих факторов. Видимо, и от агента по недвижимости в первую очередь. Слушай, нормальная хата, да, нарядная, прикольная. Не знаю, можно будет подумать там, каким-то образом рассмотреть. Слушай, может, съездим ко мне в офис сразу? Сейчас? Раз. А зачем? Почему нет? А зачем? В офисе будем квартиру смотреть? Смотри, если тебя интересует, если тебе действительно хочется осесть в Питере, то ты можешь залог за нее оставить, и чтобы она за тобой закрепилась, потому что у нас конкуренция, и девки ушлые, поэтому нужно как-то забронировать ее, что ли, за тобой, если ты хочешь действительно вот эту вот красавицу. Я, во-первых, еще не... А какой залог? 5000 рублей? Давай подумаем, если за 12 я ее хочу. 500 тысяч. 500 тысяч рублей залог оставить? Конечно. А посмотрим мы ее когда? Давай завтра. То есть 500 тысяч я сейчас оставлю, а посмотрим мы ее завтра? Да, давай мы договорчик составим. Именно. Не будешь его подписывать, но мы его составим и... Предварительный, видимо, да? Да. Понятно. Ты знаешь, я не могу так сходу принять решение о покупке чего-либо за такие деньги. Правда, я тебе могу сказать. Квартира-то... Нет, подожди, я же уже залог оставляю, правильно? То есть я уже каким-то образом начинаю участвовать в процедуре, а я еще и даже квартиры не видел. То есть я, во-первых, нет, квартира хорошая, мысли есть. Давай, может, я какую-то паузу возьму подумать, и мы этим сегодня не займемся, а, предположим, мы сейчас, уже долго здесь сидим, давай мы поедем куда-нибудь поедим, потом, я не знаю, кино, домино, куда-нибудь сходим, может быть, да, тем более ты говоришь, что хотела посмотреть звездное небо сквозь эту стеклянную крышу. Я тебя смутил тогда на этом месте. А после я уже приму решение. Как раз это уже будет к завтрашнему дню. И мы сможем, если что, поехать к тебе в офис и оставить тот самый
несчастный залог. Как тебе такое предложение? Слушай, она может уйти. У нас Ну, она же не с быстро. ногами. Ну, она же не с ногами, правильно? Как Мои сработницы с ногами, с руками коллеги. на колесах, которые быстро Еще просто- и на колесах, прикольно. Блин. На колесах это здорово. Слушай, нет, все Слушай, равно ну, я... давай попробуем. Блин, нет, я тебе могу сказать, что я точно пас, я такие решения уже... Я и раньше бы такие решения не принял очень быстро, даже несмотря на то, что ты очень красивая, симпатичная, и я прям хочу продолжения нашего романтика, но Я я тоже не... хочу. Вот, видишь, мы оба хотим, но мне нужно время, понимаешь, ты просто меня ошарашила. Я 2 минуты назад еще думал о том, как мы разглядываем звезды вот сюда. Слушай, а сейчас это- я должен принять решение о покупке квартиры за 12 миллионов. Ну, Слушай, как бы. ну и ты человек, наверное, обеспеченный. и- Спасибо большое, да. И, И, это что? Питер. А, то есть здесь типа сколько? 12 миллионов? здесь быстро Возьми всё в происходит. бардачке, да, и все, и поехали. Не, ну, возможно, кто-то так и делает, но я не такой. Вот я тебе четко могу сказать, что я четко не такой. Давай еще раз тебе говорю, мы вот сейчас поедем, съездим, покушаем, потанцуем, как говорится, переспим с этой мыслью, и завтра я приму решение по поводу хотя бы просмотра, потому что сейчас я не очень даже понимаю, насколько мне действительно, ну там очень много же факторов всяких, да, и где находится по месту расположения, и там всякая этажность, и что там было, какие хозяева были до этого, ну там куча прям нюансов, прежде... Чего? Слушай, извини меня. Чего? Блин. Слушай, извини, мне нужно, блин, они опять... Слушай, я побегу, потому что, ну, блин... Куда? Потому что нужно сейчас сделать дело, которого... если я не сделаю, то мне будет потом очень-очень-очень... Я стесняюсь спросить, какое? Собаку выгулить? По работе. Она написана По на ковер. работе, потому по что работе. нужно быстро сделать, иначе мне будет... Мне прилетит. Слушай, давай тогда спишемся. Не Ага. будем... Мгм. Давай останемся на связи, Мгм. и если ты надумаешь, то... Я знаю, как с тобой связаться, да? Да. Все, давай. Да. Пока. Приятно было пообщаться. Действительно, очень Давай. было приятно. Ну, давай, счастливо. Спасибо, что зашли, как говорится. Да, блядь, Женек, это какой-то венец полового бессилия, а не безбрачия, я бы уже так сказал. Что ж, блядь, мне делать-то, чтобы действительно этот порочный круг разорвать? Нет, ну вообще, во-первых, про ситуацию, друзья мои. Знаем, плавали, истории и раньше, и сейчас, они актуальны. Как происходит? Снимается посуточно какая-то комнатка, ну не комнатка, квартирка нарядная. Человек делает договор на эту квартиру, левый абсолютно. Показывает эту квартиру, говорит, вот она продается, делаются левые документы на эту квартиру, причем очень быстро и в обычных тупых редакторах, потому что большинство людей ни хера не шарит в этих документах. Делается это все с кондачка и завлекается лютым дисконтом. Вот таким вот, минус 5 лямов. И ты такой, нихуя тебе надо брать. Вносишь залог, тебе говорят, все отлично, залог взяли, вот расписка. Завтра, значит, встречаемся. Или там послезавтра. Вот в таком-то МФЦ и начинаем, значит, проводить сделку. Вот. За эти день-два нужно набить как можно больше лохов на эту хату, которые, соответственно, внесут залоги. И все. Привет, Вася. Симки зажигаются, люди растворяются. Офисы, соответственно, тоже сейчас снять коворкинги, офисы, которые посуточно, по часу даже можно, да, без проблем. То есть можно форсу нагнать прям... Бля, вот сейчас рассказываю, мне кажется, что я не пытаюсь предостеречь, а кого-то пытаюсь научить, как людей. Да. Нет, друзья мои, я пытаюсь вас предостеречь, что никогда не ведитесь на всяких скороспелок, которые вам умоляют вас купить прямо и сейчас, иначе все пропало. Вот. И которые заинтересованы больше в продаже чего-либо, чем в вас, если это свиданка. Блин, ну что я могу сказать опять? Да ни хера я не могу сказать. Очередное кидалово, друзья мои. Но, знаете, вот по собственному примеру тоже знаю, что из 100 тематик, которые ты пытаешься организовать в своей жизни,
срастается только одна. То есть статистика такая: 1% результативности. С женщинами, видимо, у меня то же самое. Беда бедовая, друзья мои и дамы со всей России. Если вы меня смотрите и вам меня жалко, а я знаю, что женщины часто путают жалость с любовью. Если вам меня жалко, приютите на полшишечки, на чашку чая, пожалуйста. Я буду вам очень благодарен. Вы сделаете доброе дело, и Вселенная вознаградит вас 3-м, а может быть и 5-м размером груди. Я все сказал. Пока-пока. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Шоссе под колесами шустро мелькает. Ребята везут безопасности быстро, как полагается, как за министра. Подъедут к дверям, если это возможно. Такси Хайп водителям это не сложно. Ребята с такси в разговоре поддержат, а если не хочешь, молчанием утешат. Главное, чтобы вы остались счастливы. Такси Хайп всегда остается учтивым.